Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы находимся в Болгарии. Город, который сочетает в себе горную свежесть и морской бриз. Город, который называют болгарский Сент-Тропе. Это Свети Влас. Первое поселение было основано на нынешнем месте Свети Влас еще во II веке нашей эры. А в XIV веке поселение было переименовано на Святой Влас в честь святого Власия. В городе постоянно проживает чуть более 4000 человек. Есть школа. Курорт Святой Влас или Свети Влас иногда называют болгарским Сент-Тропе. Близость к названной выше горе и морю вызывает перемену направления воздушных волн 3-4 раза в день, что создает уникальный микроклимат из смеси горного и морского воздуха, способствующий лечению заболеваний органов дыхания. Спокойным курортом Святой Влас назвать сложно, иногда издалека доносится мощная музыка. Чем ближе к морю, тем больше попадается людей, но город намного спокойнее, чем Солнечный берег. Местоположение. Курортный городок Свети Влас находится в Болгарии, примыкает с севера к Солнечному берегу, расположен у подножия южного склона горы Рога Старой Планины. Поэтому городок защищен от северных ветров. Святой Влас протянулся с запада на восток более чем на 5 километров. Как добраться? Ближайший аэропорт в Бургасе 33 километра и в Варне 100 километров. Несколько раз в день из Бургаса ходят автобусы в Святой Влас. Святой Влас связан прямым автобусным сообщением с Солнечным берегом и Несебром. По городу расположены автобусные остановки. Расписание автобусов, но оно действительно только во время курортного сезона. Зимой рейсов намного меньше. Также есть возможность заказа бесплатного шаттла для групп свыше 6 человек. Также ходят маленькие кораблики в Несебр. В городе есть несколько точек проката автомобилей и велосипедов. Парковки у моря в основном платные, так что у причала 1,5 евро в час. Дальше от моря можно найти бесплатные парковки и даже свободные места на них. Пляж. Дороги и тропинки к пляжам пролегают в основном через территории различных комплексов, и сразу их найти непросто. Самый большой пляж, центральный, протянулся более чем на 700 метров. Есть пляжи поменьше – Запад, Восток и другие. Чтобы попасть на пляжи в Святом Власе, нужно спуститься по таким ступенькам. Пляж в Святом Власе песчаный, с очень мелким и нежным песком. Нормальный вход в море – песчаное дно. Не сразу глубоко, но и не надо идти 100 метров до глубины. На пляже есть спасатели. Как и на других пляжах, вы можете воспользоваться возможностью аренды зонтиков, шезлонгов и водных аттракционов. Помимо зоны с платными зонтами, есть еще зона для бесплатного пользования пляжем. Сейчас мы узнаем, какая температура воды в Свети Влас летом. – 28,7 градусов. Цены на пляже. Зонт 4 евро, шезлонг 4 евро. Отметим, что пляжи в Святом Власе удостоены звания «Голубой флаг». Проживание. Цены на жилье на букинге стартуют от 29 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю. Такая цена номера в гостевом доме и не очень близко от моря. В городе есть отели от 1 до 5 звезд. Лучший по отзывам отель Onyx Beach Residence с оценкой 9,5. Ну и цена за ночь в этом 4-звездочном отеле соответствующая – 189 евро. Также добавим, что в Святом Власе сейчас большое предложение недвижимости на продажу, но цены значительно выше, чем на том же Солнечном берегу. Так, цены стартуют от 20 тысяч евро, это однокомнатные апартаменты, и заканчиваются ценами до 50 тысяч евро за трехкомнатные апартаменты. Можно найти квартиры даже дешевле, но наверняка там будут какие-то проблемы. Питание. В Святом Власе есть большой выбор заведений общепита. Можно посидеть в одном из баров на набережной у пристани. Цены в одном из ресторанов.
Есть продуктовые магазины «Меркурий» и «Диамант» в самом центре, недалеко от выезда с города, а также множество маленьких магазинчиков, разбросанных по городу. Есть и тематические типа винного магазина. Если вы хотите покупать продукты по минимальным ценам, то к вашим услугам магазин Lidl, до которого 13 километров. Там всегда многолюдно. Что посмотреть в Святом Власии? Церковь Святого Власия, которая находится на месте одноименного древнего монастыря, который был уничтожен в 17 веке. В 2010 году в присутствии большого количества людей храм был освящен митрополитом Сливенским Иоанником совместно с Вселенским патриархом Варфоломеем. Считается, что это одна из самых ухоженных церквей в Болгарии. Неподалеку находится амфитеатр-арена, в котором проводится более 100 исторических спектаклей в год. Также здесь проходят концерты и другие зрелищные мероприятия, большей частью бесплатные. Расписание мероприятий вывешивают при входе. А вот яхт Марина Диневи – это центр курорта и главная достопримечательность Святого Власа. Пристань с ее клубами и ресторанами стала известна среди более состоятельных людей в Болгарии. И здесь часто можно увидеть дорогие автомобили, такие как Ferrari и Porsche. А для любителей прокатиться верхом по волнам, тут же можно взять катер или яхту на прокат. Тут можно снять шикарную яхту. Например, аренда на 8 часов моторной яхты обойдется в 8000 евро. Также на расстоянии 10 километров находится старинный город Несебр, включенный ЮНЕСКО в свой список объектов всемирного наследия. Недалеко есть два больших аквапарка. Аквапарадайз больше подходит для подростков и взрослых. Экшен привлекает семью с маленькими детьми. Там больше детских горок и даже есть маленький зоопарк. Также на улице Царь Симеон можно купить экскурсию в экскурсионных бюро. Плюсы курорта. Городок имеет свое уникальное лицо, не похож на другие курорты. Приятное сочетание горы, моря и пляжи с очень мелким песком. Пляж, который подойдет и детям. Средние цены на проживание и средние цены на продукты. Присутствуют достопримечательности в самом центре города и рядом с городом. Святой Влас можно посоветовать в первую очередь тем, кто ищет активный отдых, но в то же время ценит комфорт. Минусы курорта. На пляж нужно будет спускаться, если вы проживаете в объекте не на первой или второй линии у моря. Есть перепад высот и в самом городе, хотя и небольшой. Были ли вы в Святом Власе и что вам понравилось, пишите в своих комментариях. Ставьте лайки и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Желаю всем успехов. Всем пока.